Жизнь кажется правильной и такой устоявшейся, пока однажды ты не встретишь его. И просто не можешь понять, радоваться этой встрече или постараться забыть о ней. Со школьной скамьи Света была правильной девочкой. Хорошо училась на радость родителям и всегда думала головой, чтобы не влипнуть в неприятные истории. Мальчики были запретной темой долгое время. Да фактически Света и не встречалась особо ни с кем. Только невинные дружбы и поцелуи в щечку. И грубые разрывы от того, что парни хотели чего-то большего. А затем на горизонте появился будущий муж Светланы. С Максимом было очень понятно и комфортно. Оставалось меньше месяца до выпускного, когда он пригласил Свету на первое свидание. Макс был гораздо старше, мог позволить себе не спешить, всячески пытался заинтересовать Свету как человек. Естественно, что Света смотрела на все это через розовые очки. Такой видный жених, воспитанный, интересный, с машиной и собственной квартирой. Да еще и так правильно рассуждает. До сих пор Светлана думала, что ей повезло с ним очень. Они сыграли пышную свадьбу с непременным белым платьем, лимузинами и прочей мишурой. Максим стал Светлане первым и единственным мужчиной на долгие годы. Сейчас Света смотрит на это с другой стороны. Сказать, чтобы она была в восторге от его ласк, это не совсем так. Но и утверждать, что Макс не старался или обделял Светлану, она тоже не может сказать. В целом, Максим был идеальным мужем Светланы и отцом 2 детей. И еще он был дальновидным товарищем, который заставил Свету получить образование и войти в семейный бизнес. Не один раз Максим говорил, что все равно уйдет из жизни раньше Светланы. Поэтому ей стоило быть в курсе всего, и смочь, в крайнем случае, прокормить деток. Так год шел за годом, сыто, спокойно и предсказуемо. Все изменилось в тот день, когда Максиму стало плохо. Вернее, когда ему стало совсем плохо. Справедливости ради надо сказать, что у него немного ныло сердце несколько месяцев. Но намечалась очень крупная сделка, и он категорически не хотел оставлять свои дела на самотек и отправляться к врачам. Сделка состоялась. Максим и Светлана отправились отмечать это событие с партнерами. После небольшой дозы алкоголя, Максим покраснел, стал жаловаться на то, что ему душно, но наотрез отказывался уходить. А спустя час пришлось вызывать скорую помощь. Максима так и не смогли спасти, сердце не смогли запустить. Все деньги мира для Светланы обесценились в один миг. Ей казалось, что это просто дурной сон. Затем наступило отчаяние и жесточайшая депрессия. Но дети буквально спасли ее. Дочка так жалостливо стала просить не сиротить их еще раз, что Светлана заставила саму себя подняться. Возможно, время лечит, но Светланина терапия временем длилась очень долго, почти 4 года. Она не могла никого подпустить к себе, сторонилась мужчин, и вяло реагировала на комплименты. Фактически, Светлана поставила крест на себе, как женщина, и стала, в большей степени, бизнес-леди и матерью. А еще она ударилась в творчество, чтобы пережить эту пустоту в душе. Стала вышивать картины бисером. На этой волне Света познакомилась с интересной девушкой Олей, которая придумывала всякие интересные ноу-хау. На одну из встреч Ольгу привез брат. Как только Света взглянула на Сашу, ее ноги просто подкосились. Голубоглазый 2-метровый спортсмен искренне вникал в увлечение сестры и относился к Ольге скорее по-отцовски. Ведь их отец составил семью очень давно. Конечно, Светлана не подала виду, что Саша ей понравился. А когда аккуратно узнала, что он младше Светы на 8 лет, Светлана совсем расстроилась. Но, как выяснилось позже, Светлана тоже приглянулась Саше. Светлана уже не помнит, как они оказались с его сестрой на этой вечеринке, не помнит, почему позволила себе лишние коктейли, почему он приехал их охранять, и как оказалось в его объятиях. Накачанное тело Александра возбудило Светлану до предела. А они просто зашли выпить кофе. А его сестра Ольга вдруг куда-то исчезла. Зато Саша был рядом, такой сладкий и желанный. Он слегка подтолкнул Свету к стене, и она ощутила всю его силу, всю страсть поцелуев. Не было сил сопротивляться. Еще немного, и Светлана оказалась на кухонном столе. Тело горело, все вокруг кружилось. И Светлана понимала, что никогда не ощущала ничего подобного со своим мужем. На следующее утро Светлана сгорала от стыда и не знала, что делать. Хотела забыть обо всем, но оказалось, что для Александра Света не была женщина на одну ночь. Он хотел попробовать построить со Светланой отношения. Их встречи продолжались уже почти год. Саша настаивал, чтобы они жили вместе, чтобы Света познакомила его с детьми. Александр был не бедный человек, чтобы заподозрить в нем Альфонса.
Света его не смогла бы содержать, но его квартира явно мала для них с детками. Светлана не могла представить себе, как она приведет Сашу в дом, который строил муж Светланы. Но и терять его просто Светлана не могла. Когда Света видела его глаза и чувствовала его сильные руки, она теряла рассудок. Возможно, кто-то был в такой ситуации и может подсказать, как же поступить, чтобы не осквернить память мужа и при этом не потерять близкого человека. А возможно то, что он младше на целых 8 лет, и это лишь доказывает на невозможность таких чувств.